Всем привет, дорогие рукодельницы! В этом мастер-классе я вам покажу, как я начала вязать вот такой плед. Плед получился очень большой. В камеру он сейчас не влезет, но потом я вам пару фотографий вставлю. Я его начала вязать, не хотела сначала под мастер-класс, потом, я просто не могу, чтобы не поделиться такой красотой с вами. Это ниточка у нас. Я оставлю вам картинку, какая нитка, просто я уже бирку выкинула. Вот, нитка идет такая петельками. Она очень мягкая, пушистая, очень приятная на ощупь, теплая. Заказала я вот розовых 5 мотков и вот синих 5 мотков. С этой нитки, с этой пряжи, можно делать просто вот такую нить. Вот если моточек сделала, пока не знаю, к чему я его применю, но к чему-то применю. Вот, как я его сделала, берем просто, отодвигаем петельку. И здесь вот обычная ниточка, и я ее прорезаю, выпрямляется. Следующую, обычная белая ниточка, прорезала и выпрямила, и получилась вот такая нитка. У меня на этот плед ушло 10 моточков. Остатки пооставались, как бы вот такой жмут остатков, но их немного. Их немного, почти все ушло. 5 моточков розовых и 5 голубых. Сейчас я вам покажу, как я его вязала. Берем мы нить, отсчитываем, сколько мы хотим петелек вот этих сделать ширину пледа. Вот, отсчитайте, сколько вам надо. У меня это получилось на моем пледе 70 петелек. 70 вот таких крючочков. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вот отодвину. Вот, на примере. Вот, например, вы отсчитали, сколько вам надо петель. Положили. Вот рабочая дальше идет нить. Сейчас я камеру. Вот так, чтобы было видно. Вот, мы вот столько отсчитали. Мы вот эту нить ложим вот так, чтобы было удобно. Вот это самая крайняя петля. Мы в нее провязываем. Вот следующая петля. Мы вот этой рабочей нити сзади провязываем. Вот. Эту нить можно ложить вот так назад, чтобы было удобно. Следующую продеваем. Следующую продеваем. Вот так получается. Следующую продеваем. Следующую. И так провязываем полностью этот ряд. Следующий ряд мы не переворачиваем работу. Ничего такого не делаем. Мы провязали ряд. И дальше так же само. Вот, например, я вам покажу, я не буду провязывать ряд. Вот, мы провязали. Берем и опять же провязываем также этот ряд. Это у нас будет тоже второй ряд уже. И так до конца. Сейчас я на своем пледе вам покажу, как дальше. Вот эти два ряда мы провязали. На моем пледе сейчас я вам покажу. Вот такой у меня получается рисунок. Вот. Теперь я вам показываю, как я вязала здесь дальше по рисунку. По порядку. Сейчас я это... Вот. У вас вот ряд.
мы берем вот эту петлю и провязываем во вторую петлю. Следующую петлю в первую. Вот, провязали 2. Следующая, вот она наша. Мы пропускаем одну, через одну провязываем. Продели. Следующая на рабочей нитке мы провязываем то, что пропустили. Вот. Следующая вот эта петелька мы также само через одну, которую пропустили, и ее провязали. И так мы будем провязывать полностью весь ряд. Все, провязали мы этот ряд. Следующий ряд мы не переворачиваем работу, мы также вяжем. Вот это наша все время лицевая работа. Нитку мы сзади держим и в каждую вот так просто высовываем, в каждую петельку высовываем. А следующий ряд будете вязать третий по рисунку. Теперь делаем ряд, самый последний, закрываем петли. Вот последняя петля. Мы в нее просовываем с рядочком петлю и высовываем в рядочком. И у нас получается она рабочая. Это петелька. Опять высовываем. Вот это рабочая. Следующую, чтобы каждую не пропустить. Это очень внимательно рабочая. Получается косичка вот такая. Вот это у меня нить. Я ее потом обрежу и завяжу. Вот такая. Вот такая у нас косичка. Итак, каждую петельку провязываем. Я очень довольна этой пряжей. Она такая мягкая, пушистая. Девочки, если вы попробуете, вам очень понравится. И деткам пледы можно связать. И снуд себе связать. Все что угодно. И рисунок, узор, очень красивый получается. Он не сильно в дырочку. Есть тут, конечно, вот дырочки, да. Вот. Но он не сильно в дырку, что может там потом там, руку-ногу засунуть. Вот такой. Все, девочки, если вам было непонятно или что-то у вас какие-то вопросы ко мне есть, пишите в комментариях, всегда отвечу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем до скорой встречи. Пока.